Я сторонник любых диалогов. Если с одной стороны будут представители моей страны, с другой стороны дипломатический корпус Европейского Союза, мне кажется, это только будет на пользу сегодня обществу, на пользу моей стране и ее имиджу. Вопрос в другом, насколько эти диалоги будут транспарентны для общества, насколько они будут открыты для людей простых. Потому что мы должны знать содержание этих бесед, мы должны вносить лепту в направление конструктивного диалога между ЕС и представителями моей страны. Обозревать из Ташкента ситуацию в регионах – это несколько иное, чем жить там, в гуще событий. Поэтому я каждый раз вносил свое предложение, что ЕС должна более активно сотрудничать с расширенной группой правозащитников или гражданских активистов, выбирать из всех регионов страны, а не избирательно. Кроме этого, на мой взгляд, сегодня необходимо говорить о том, что мы должны входить в такую конструктивную часть, когда встречи с ЕС не должны сводиться к формуле «мы обижены и жалуемся на что-то или на кого-то». Мы должны смело говорить о том, как решать эти проблемы. И если власть виновата, говоря о том, что она виновата, не указывать, каким путем мы должны решать эту проблему совместно с этой властью, в конструктивном диалоге, будет просто, на мой взгляд, ошибкой. Каждый раз, когда европейский чиновник задает вопрос гражданским активистам Узбекистана, чем мы можем вам помочь, начинается некий разнобой и разный подход в группах. Мы должны остановиться на той проблеме, что, во-первых, нельзя рассматривать команду правозащитников Узбекистана как единое целое. К большому сожалению, это очень неконсолидированная группа людей, каждого которых свое представление о решении проблемы, о проблемах и о возможностях ее толкования этих проблем. Поэтому, когда мы сидим в одной группе и пытаемся по-разному трактовать те или иные события в Узбекистане, безусловно, у чиновников ЕС возникают различные подходы к этому. И в первую очередь я хотел бы, чтобы такого рода встречи проводились с людьми, предварительно согласовавшими свои действия и приходящими к общему знаменателю, как решить проблемы в стране, в регионе, в Ташкенте, неважно. Встреча правозащитников и делегации ЕС была, на мой взгляд, накануне Самаркандской встречи, насколько я помню. И, к сожалению, мы даже не знали, что представители ЕС будут встречаться в регионах с представителями власти на местах. Видимо, тогда бы посылы были бы несколько иные, во всяком случае у меня к ним. Ну, в общем, звучали следующие пожелания встречающихся правозащитников. В первую очередь, конечно же, обратить внимание на ситуацию с политическими узниками. Об этом всегда заостряет внимание и гражданские активисты, в частности, лидер Избулик Василя Инаятова говорила о том, что необходимо освободить или придать амнистии дело нескольких узников совести, которые сегодня находятся по состоянию здоровья в Сангородке и Ташкенте. Кроме этого, правозащитники обращали внимание на ситуацию с религиозными свободами. Вопрос очень болезненный, и господин Экрамов очень много говорил о том, что ситуация так и не изменилась за эти годы, несмотря на какие-то пожелания, бесконечные наши инициативы по продвижению этого вопроса. Мое пожелание лично, как представителя региона, было о том, что мы должны включать в состав встречающих правозащитников как можно больше представителей с регионов, поскольку специфика проблем в регионах несколько иная, чем в столице, как и методы ее решения. Я говорил о том, что ЕС должна быть мостиком или модератором для конструктивного диалога между властью и гражданскими активистами на местах. В решении некоторых проблем власть действительно идет навстречу. Это могут быть экономические проблемы, ряд социального характера проблем. Но в некоторой ситуации эти проблемы, к сожалению, очень трудно столкнуть с мертвой точки. Я уж повторюсь, к примеру, проблемы тех же амнистирования узников, политических узников, узников совести, смягчение условий содержания для религиозных деятелей, находящихся сегодня в тюрьмах, изменение, допустим, подхода к проблеме снабжения газом
снабжения электроэнергией, особенно в регионах. Возможности решения вопросов для женщин и детей. Я отмечаю для себя очень большие прогрессивные подвижки, допустим, с детским трудом в этом году. Вот ситуация, которую мы освещали в ходе мониторинга этого хлопкового сезона в 2013 году по Бухарской области, во всяком случае, говорит о том, что власть все-таки в этом году не вывела на поля детей. Я имею в виду под детьми людей, не достигших 10-летнего, 11 лет, 12-летнего возраста, когда в прошлые годы мы просто были свидетелями, когда собирали чуть ли не держать за подол матери. Нет, в этом году этой ситуации не было. Но зато власть плавно переменила пропорцию, и в качестве принудительного труда сегодня огромная масса бюджетников, да и в том числе учеников лицеев и колледжей, которым было 14 или выше, собственно говоря, считающихся несовершеннолетними по нашему законодательству, были на полях хлопка. Я бы хотел, чтобы за круглым столом между правозащитниками, гражданским обществом Узбекистана и государством, и властью были бы возможности для откровенного, беспристрастного, неэмоционального, но конструктивного, чистого разговора.